Мир не обязан быть справедливым. Он не создан, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Он не существует, чтобы вознаградить тебя за добро или наказать за зло. Он просто есть. Слепой, бесконечный, равнодушный. И если ты ждешь, что жизнь будет честной, ты будешь разочарован. Если ты думаешь, что страдание заслуживает компенсации, а доброта, благодарности, ты проживешь жизнь в обиде. Но сила не в том, чтобы требовать справедливости от мира. Сила в том, чтобы оставаться человеком, даже когда справедливости нет. Мир несправедлив. Он ломает слабых и испытывает сильных. Он не спрашивает, готов ли ты. Он просто бросает тебя в шторм. И тогда ты понимаешь, выбора нет, есть только решение. Либо ты тонешь, либо учишься плыть. Ницше говорил, не тот силен, кто никогда не падает, а тот, кто падает и поднимается вновь. Каждое испытание — это зеркало. Оно не показывает, за что ты наказан, оно показывает, кто ты есть. Когда все рушится, когда нет опоры, когда ты остаешься один, именно тогда становится видно, из чего ты сделан. Мир не обязан быть мягким. Он не обязан объяснять, почему больно. Он просто учит. Не словами, а ударами. И если ты слушаешь, ты растешь. Люди часто спрашивают, почему со мной? А мудрые спрашивают, для чего мне это? В этом вся разница между тем, кто страдает, и тем, кто развивается. Один ищет виноватых, другой — смысл. Ницше писал, что судьба ведет того, кто принимает, и тащит того, кто сопротивляется. Ты можешь злиться, спорить, жаловаться, но жизнь не остановится, чтобы тебя утешить. Она продолжит идти, без объяснений, без пощады. И вот тогда ты должен быть сильным. Не потому, что тебе это выгодно, а потому, что другого выхода нет. Сила — это не роскошь, а обязанность. Сила — это та, что делает тебя человеком, а не жертвой. Фридрих Ницше сказал, то, что не убивает меня, делает меня сильнее. Но мало кто понимает, что он не о гордости говорил, а о смирении. Он говорил о принятии, о том, что боль неизбежна, но страдание — выбор. Ты можешь сломаться от удара, а можешь использовать его, чтобы стать тверже. Смысл не в том, чтобы не чувствовать боль, а в том, чтобы научиться жить с ней и не терять себя. Мир несправедлив. Он забирает тех, кого ты любишь. Он рушит планы, на которые ты надеялся. Он отбирает уверенность, когда ты думаешь, что наконец все понял. Но в этом его честность. Он не играет в иллюзии. Он не обещает. Он просто показывает тебе правду, иногда жестокую, но всегда чистую. Понимание этой правды освобождает. Ты перестаешь ждать. Ты перестаешь требовать. Ты начинаешь принимать. И в этом принятии рождается сила, которая не зависит от обстоятельств. Ты не контролируешь бурю, но ты контролируешь, кем станешь во время нее. Ты не выбираешь, что случится, но ты выбираешь, как ответишь. Мир несправедлив, но это не повод становиться жестоким. Это вызов. Можешь ли ты оставаться светлым, когда вокруг тьма? Можешь ли ты сохранять достоинство, когда никто не видит? Можешь ли ты быть сильным не ради победы, а ради самой силы? Вот где проявляется человек. Не там, где все спокойно, а там, где жизнь рушит твои убеждения, и ты все равно поднимаешь голову. Иногда сила — это просто шаг вперед, когда не осталось смысла. Иногда сила — это молчание, когда хочется кричать. Иногда сила — это улыбка, когда внутри шторм. Но именно такие моменты создают тебя. Не комфорт, не похвала, не успех, а тишина, в которой ты остаешься с самим собой. Ницше говорил, мужество — это спокойствие души перед лицом неизбежного. Так будь спокоен. Не потому, что тебе все равно, а потому, что ты понял, не все в твоей власти, но все зависит от твоей реакции. Мир не обязан быть справедливым. Он просто есть. Но ты обязан быть сильным. Ты обязан быть тем, кто не ломается. Тем, кто смотрит на хаос и выбирает порядок внутри себя. Тем, кто остается добрым, когда нет причин быть добрым. Тем, кто продолжает идти, когда путь исчезает под ногами. Сила — это не броня, это ясность.
Это осознание того, что боль — часть пути, а путь — часть смысла. Не ищи справедливости, ищи понимание. Не ищи покоя во внешнем, найди его внутри. И тогда никакая несправедливость мира не сможет разрушить тебя, потому что ты станешь тем, кто выше обстоятельств, тем, кто принимает жизнь такой, какая она есть, и все равно идет вперед. Мир не обязан быть справедливым, но ты обязан быть сильным, потому что в этом твоя честь, твоя суть и твоя свобода.